Да сколько можно? Лагать. Ебаный FPS. Сегодня мы произведем настройки графики с целью повысить FPS и улучшить качество игрового процесса. Настраивать мы будем саму игру, а также драйвер Radeon от AMD, на примере игры Counter-Strike Global Offensive. Все настройки по улучшению производительности мы будем производить в несколько этапов. Первый из них – это оптимизация самой операционной системы Windows. На этот счет есть отдельный ролик, поэтому ссылочку я оставлю в описании. Второй этап – это настройка PO Radeon Settings. Там мы все разберем достаточно подробно, каждый пункт, что на что влияет и что за что отвечает. Ну и последним этапом это настройка самой игры Counter-Strike. В принципе, такими способами можно настраивать любую игру. Мы лишь рассмотрим Counter-Strike в качестве примера. Прежде чем мы начнем производить настройку Radeon Settings, необходимо понимать некоторые вещи. Первое. Это то, что не везде возможно увеличение FPS в играх, в том числе и в CS. К примеру, существуют ноутбуки с интегрированным графическим ядром в процессор. А это значит, что особо увеличить FPS не получится. Или вовсе не получится. Это нужно понимать. Второе. Все, что будет описано в последующем, можно применять не только в Radeon Settings, а также и Catalyst Center, более старый образец драйвера для более старых видеокарт от AMD, а также на драйверах NVIDIA. Все производители пользуются всеми теми же функциями, что и Radeon и другие. Поэтому они будут схожи. Все функции я опишу вкратце, так чтобы вы понимали, что и на что влияет. А также сразу хочу предупредить, что настройки в самой игре и настройки драйвера тесно взаимосвязаны. Поэтому производить настройку мы будем, находясь в тесной взаимосвязи драйвера видеокарты и самой игры. Перейдем непосредственно к самой настройке Radeon Settings. Откроем панель Radeon Settings, выберем вкладку «Игры» и находим необходимую нам игру. После запуска игры обычно игра сюда добавляется автоматически, то есть создается ее профиль. Если же здесь не оказалось вашей игры, нажимаем кнопку «Добавить», ищем, где находится ваша игра. В моем случае она находится по этому адресу. Нажимаем на иконку и нажимаем «Открыть». Но это в редких случаях. Обычно иконка уже создана автоматически. Открываем настройки и видим некоторое количество функций, которые предстоит нам настроить. Сейчас мы в них вкратце разберемся. Первое, что мы видим, это режим сглаживания. Данная функция предназначена для сглаживания пикселей, то есть их краев. Чтобы не говорить много, я просто покажу изображение. Как вы видите, некоторые линии, которые расположены диагонально, имеют такую шершавую поверхность, так как пиксели не сглажены. При применении сглаживания пиксели размываются. Естественно, это потребляет ресурсы. И прежде чем мы начнем менять настройки, я сразу же хочу вас предупредить, что в любом случае для повышения FPS нам придется пожертвовать качеством картинки. От этого никуда не деться и этого не избежать. Особенно если ваш ПК очень слабый. Многие функции, которые улучшают качество картинки, мы будем либо отключать, либо ставить на минимум. Что касается режима сглаживания. Сейчас стоит «Использовать настройки приложения», а это значит, что все настройки используются из самой игры. Если же мы нажмем «Изменить настройки приложения», то, естественно, мы сможем менять настройки прямо в самих драйверах, то есть в программе драйверов. И здесь мы видим некоторые из функций.
который можно поставить либо на минимум, либо на максимум. Если мы поставим 2х, то это будет минимальный уровень сглаживания. 2х будет почти что как 4х. 4х EQ будет почти как 8х. Ну, естественно, 8xq будет самая высокая. В моем случае я оставлю использовать настройки приложения, потом расскажу почему. Следующее – это метод сглаживания. Здесь у нас есть 3 метода сглаживания. Из них, я не буду вдаваться в подробности, что из них какой значит, но первый – это мультисэмплинг. Это множественная выборка. То есть это все то же самое. Сглаживание краев пикселей. Адаптивная множественная выборка здесь есть и избыточная выборка. Избыточная выборка, конечно, будет улучшать изображение, то есть размывать пиксели гораздо лучше, то есть брать пиксели, которые находятся рядом, и размывать их. Ну, однородно имеется в виду. Но потреблять больше производительности компьютера. Здесь лучше оставить множественная выборка. Есть еще один метод фильтрации, здесь он не указан, его мы включим в самой игре позже. Пока что оставляем так. Морфологическая фильтрация, или по-другому антиалайзинг. Это сглаживание изображений в 3D-приложениях с помощью шейдеров. Что такое шейдеры, вы можете загуглить. Я вкратце скажу, что это приложения, которые затемняют, засветляют и делают прочий функционал над текстурами. Создают точнее. Если мы его включим, то, естественно, будет потребляться больше производительности. Хотя в целом, насколько я читал на форумах, особо много производительности они не потребляют. Но все же. Мы отключим это. Далее, режим анизотропной фильтрации. Что же это такое? Прежде всего, стоит сказать, что существует помимо анизотропной фильтрации билинейная и трилинейная фильтрация. Это позже мы увидим в настройках самой игры. Что же касается самой фильтрации. Когда текстуры отображаются в своем исходном размере, происходит различные искажения пикселей. Получается так, что необходимо убрать пиксели, либо добавить. Это и есть фильтрация. В свою очередь, билинейная и трилинейная фильтрация плохо справляются с современными играми и делают картинку менее качественной. То есть, при увеличении многократном билинейная и трилинейная фильтрация размывает пиксели, а это, естественно, не очень красиво. Поэтому здесь есть анизотропная фильтрация, которая такого недостатка не имеет. При включении этой фильтрации мы можем установить уровень анизотропной фильтрации. Чем он выше, тем будет четче изображение. Это тоже ресурсоемкое дело, поэтому у меня она будет выключена. Точнее, использовать настройки приложения. Потом в игре мы установим либо билинейную, либо трилинейную, чтобы совсем картинка у нас не испортилась. Качество фильтрации текстур. О фильтре мы уже сказали, что он делает. О добавлении или удалении пикселей. Здесь лишь нам остается установить, в каком качестве это будет производиться. Установим на производительность. Предпочтение будет отдаваться производительности при выполнении данной функции. Следующая функция оптимизирует поверхность текстур, фильтруя их. То есть это не совсем сглаживание, это немножечко другая вещь, но в принципе можно пожертвовать ей тоже. Хотя она не сильно ресурсоемкая. Следующая функция – это ждать вертикального обновления. Это синхронизация видеокарты и монитора, а именно обновление монитора. Данная функция сглаживает смену кадра. В принципе, о данной функции мало что известно. Дает ли она результат какой-то визуальный, действительно видимый. Честно, я пробовал, пытался понять, экспериментировал над ней, то включал, выставлял различные. Ничего не меняется. Поэтому всегда выключен. Зачем она нам нужна? Следующий пункт – это тройная буферизация OpenGL. Она предназначена для ускорения вывода картинки за счет заранее подготавливающейся картинки.
Вот эта вот вещь ресурсоемкая. Хочу вам сказать, что все делается на ваше усмотрение. Если вы считаете, что вам нужно это, то есть вы не хотите видеть никаких зависаний, никаких пролагиваний изображения, то, возможно, данная функция вам понадобится. Поэтому стоит ее включить. В моем случае я хочу получить наиболее лучший результат, в смысле повысить FPS, поэтому я не буду пользоваться данной функцией. Далее кэш-память шейдера. Данная функция сохраняет обработанные шейдеры в постоянную память компьютера, то есть на жесткий диск, и тем самым снижает нагрузку на видеокарту. Поэтому эта функция даже полезная. Можно здесь ее либо включить, либо оптимизировать AMD. Пусть остается оптимизирована AMD. То есть функция работать будет. Вот одна еще очень важная функция – это режим дистилляции. Она сглаживает неровности на картинках. Примерно это будет выглядеть вот так. То есть видно острые углы. Данная функция будет их сглаживать. Действительно нужная вещь, поэтому отключать или нет, все зависит от вас. В принципе, можно нажать «Использовать настройки приложения», а в самом приложении уже подумать, выключить или нет. Я оставлю оптимизированное AMD. Такой функцией жертвовать я не буду. Следующая функция – это Radeon FreeSync. Это динамическая частота обновления изображения, то есть плавный переход кадров. В принципе, можно ее отключить. Я уже отключал, никаких результатов визуальных я в принципе не заметил. Но может пока что. Мне компьютер в принципе позволяет, поэтому я оставлю. А вы думаете сами. Нужно вам плавная смена изображения или нет. Масштабирование дисплея рассматривать не будем. То есть где будет находиться дисплей. Это уже немножечко иное. Следующие сразу две функции: управление частотой кадров и chill кадров в секунду. Управление частотой кадров позволяет нам установить максимальное число кадров в секунду, которое в принципе сможет выдавать игра. В принципе, это некий ограничитель. Выключаем ее. В принципе, две эти функции предназначены для уменьшения температуры графического процессора и для экономии энергии. Но данная функция не динамическая, а данная функция интеллектуальная сберегающая функция. Динамически регулирует частоту кадров в зависимости от движения в игре. То есть, если вы не двигаетесь, то и частота кадров будет значительно снижена, в зависимости от установленных вами параметров. Так же, как и предыдущая, бережет энергию и снижает температуру процессора. Я протестировал уже эту функцию. Действительно, если установить, допустим, здесь 60 кадров, то уже даже в меню больше 60 кадров у вас не будет. То есть, запуская КС, 60 кадров будет у вас максимум. В меню имеется в виду. Не забываем, что функция динамическая, и поэтому при игре все будет нормально. Функция также является новой, и нам она не нужна. Ну, по крайней мере, мне. Я еще раз напомню, что все эти настройки устанавливаются именно так, как вы хотите. То есть ввиду ваших желаний и ввиду тем, чем вы можете пожертвовать, то есть качеством картинки. Если ваш компьютер очень слабый, то в принципе выставляете все на минимум, либо отключаете большинство функций. Вы услышали о них уже все. Я думаю, что этой информации будет достаточно, чтобы сделать свой выбор. Сейчас еще, пока мы не запустили игру, покажу одну вещь. Это небольшой разгон видеокарты, который, кстати говоря, предусмотрен в стандартной программе Radeon Settings на видеокартах серии RX 400. Не знаю, как на остальных, но я думаю, на остальных тоже такая функция может быть. Но это, конечно, уже другая тематика. Итак, находясь в настройке профиля игры, заходим в профиль настройки Wetman. Это и есть функционал разгона видеокарты. В принципе, функция полезная. Сейчас опишу ее вкратце. GPU. GPU – это тактовая частота самого процессора графического. Ее можно увеличить. Проценты указаны слева.
Если же вы увеличиваете тактовую частоту графического ядра, то стоит и вспомнить о вентиляторе. Сейчас здесь все включено автоматически. Нажимаем скорость, температуру и смотрим. В зависимости от достигнутой температуры мы можем установить скорость вращения вентилятора. То есть, если, допустим, достиг вентилятор 76 градусов, то использовать на 70%. Если же 85, то на 87. И так мы можем установить каждый порог. Не забывайте это сделать, если вы увеличили тактовую частоту. Ну и последнее — это память видеокарты. Память также можно увеличить. Сейчас максимальная 1750, можем установить больше, 1800, к примеру. Контроль напряжения я никогда не трогал и вам не советую. Все будет контролироваться самостоятельно, потому что эти функции автоматические. Вот такой небольшой гайд по разгону видеокарты стандартной программы Radeon. Но это совсем другая тематика, я еще раз повторюсь. Я, в принципе, это делать не буду, так как не хочу сжечь свою видеокарту. Но может кому-нибудь пригодится. Все вы делаете на свое усмотрение, не забывайте об этом. Ну что же, в Radeon Settings мы разобрались, все настроили, что нам необходимо. Ну а теперь нам нужна сама игра. Но прежде чем ее запускать, давайте выставим некоторые параметры запуска. Это тоже важная вещь, которая поможет оптимизировать немножечко Counter-Strike. У каждой игры есть параметры автозапуска. Гуглите в интернете, ищите их. Мы сейчас рассмотрим некоторые из них. Именно к игре Counter-Strike Global Offensive. Данный блокнотик я оставлю под видео, чтобы вы могли скачать и посмотреть, а если нужно, скопировать. Что здесь важно? Все почитайте, все, что вам нужно. Какая функция за что отвечает. Я лишь напомню, что сюда не вставляются через пробел, и перед каждой командой должно быть тире. То есть мы можем отключить интро, запустить консоль, выставить герцовку монитора. Насчет герцовки монитора, где узнать, какое количество герц поддерживает ваш монитор. Нажимаем на рабочем столе, параметры экрана. Дополнительные параметры дисплея. И мы видим частота обновления 60 Гц. Может быть, она не максимальная. Давайте проверим. Свойства адаптера нажимаем. Свойства. Нет, не свойства, монитор. Частота обновления экрана. У меня поддерживается только 60 Гц. Естественно, мы будем туда устанавливать 60 Гц. То есть убираем скобочки, и здесь пишем 60. Количество ядер процессора. Где это можно узнать? Нажимаем Win плюс R клавиши. Пишем следующую команду. mcconfig. Нажимаем ОК. Загрузка. Дополнительные параметры. Число процессоров. Давайте просмотрим, сколько у меня их. 4. Логических или физических значений не имеет. Значит, сюда вставляем 4. Итак, функция HIF увеличивает FPS, то есть ставит приоритет игры по сравнению к другим процессам. Все последующие функции отвечают за время сервера, за отзыв сервера точнее, за передачу пакетов. Плюс в конце FPS max 0. Это означает, что мы с вами не ограничиваем FPS. Копируем это, нажимаем сохранить для последующего и вставляем сюда. Окей. Вот теперь мы можем запускать игру и смотреть дальнейшие настройки. Итак, игра запустилась, автоматом запустилась консоль. Нажимаем клавишу Ё. Это нормально, так как мы прописали параметры автозапуска. Помните, да? Итак, далее переходим к настройкам игры.
Как вы можете видеть, FPS уже стал намного выше, чем был раньше. То есть даже при записи в самом меню уже FPS радует. Теперь нажимаем настройки, изображение и переходим к настройке графики в самой игре. Данная манипуляция делается абсолютно во всех играх. CS это лишь сейчас нам пример. Кстати говоря, когда выключаю запись, FPS возрастает вообще в разы. Становится аж 250 в меню. Итак, что здесь нам важно? Полноэкранное в окне оставляем. Энергосберегающий режим отключаем, потому что он будет просаживать FPS. Здесь только все индивидуально. Какое качество картинки вы хотите видеть. Можете все самое низкое поставить, дело ваше. Многоядерную обработку оставляем, хотя мы ее прописали в параметрах автозапуска. Режим сглаживания множественной выборки. Это как раз то, о чем я говорил в начале, при настройке Radeon. Я ее здесь отключил, потому что здесь есть подобная функция, более старая и менее мощная, но она тоже сглаживает края. Мне этого будет достаточно, поэтому я оставлю сглаживание с помощью FX-AA. Вы можете даже отключить и ее, это еще прибавит FPS. Режим фильтрации текстур. Я об этом говорил тоже. Билинейная, трилинейная или анизотропная. Если мы там оставили использовать настройки приложения, то здесь мы выставляем ту, которая нам необходима. Я у себя оставил трилинейная. Это средний показатель. Она не будет сильно влиять на FPS, в отличие от анизотропной. Можете поэкспериментировать. Вертикальная синхронизация. Выключаем, она нам тоже не нужна. И размытие движения я тоже отключил. Лишняя ресурсозатратность. Вот такие вот настройки помогут вам увеличить FPS. Конечно, не в разы может быть, но все зависит от вашего железа и от ваших индивидуальных особенностей, предпочтений. Конечно же, вы можете вернуться в настройки и выставить, к примеру, другое разрешение экрана. Если вы это сделаете, естественно, чем меньше разрешение экрана, тем больше будет у вас FPS. Но вы пожертвуете качеством картинки. Вот такая вот история.